Сегодня мы поговорим о том, что такое инфляция. Про нее говорят со всех голубых экранов, от США до России. И все почему-то считают, что это очень-очень важно. Что такое инфляция и каковы ее первопричины? Почему она всегда есть? Почему от нее нельзя избавиться? И почему это просто основа основ существующей экономики, мы сегодня и поговорим. А в конце мы разберем, какая инфляция будет в 2026 году и какую инфляцию прогнозируют аналитики. Меня зовут Кучинский Кирилл, я независимый трейдер и аналитик. Ставьте лайк на канале, а я начинаю. Что такое инфляция простым языком? Это рост уровня цен на корзину товаров. Что такое корзина товаров? Представим простого человека. Он ежемесячно покупает набор из, допустим, 100 товаров. Молоко, хлеб, овощи и так далее. Это все считается в среднем. И, соответственно, допустим, цена на хлеб не изменилась, а вот цена на молоко сильно выросла, прям сильно-сильно. Будет очевидный рост инфляции в целом по корзине. Но он будет сглаженный, скажем так. Что это такое для обычного человека в первую очередь? Для обычного человека это снижение покупательной способности его денег. Вот он получает зарплату, соответственно, с каждым разом он может на эту зарплату купить все меньше и меньше продуктовый набор. Что это значит для бизнеса? Для бизнеса это совсем другое явление. Оно может быть даже в плюс. Ты понимаешь, что у тебя есть в принципе возможность каждый год повышать цену на продукцию. Но с одной стороны это возможность, а с другой стороны необходимость. Твои-то поставщики, они все равно просят повышения. И, собственно, ты вынужден в этой спирали также повышать цену на отпускную продукцию. То есть ты производишь детские игрушки, и тебе вдруг запчасти подорожали на 20%. Так ты тоже будешь двигать свою цену минимум на 20%. Почему это происходит? Очевидно, что те, кто управляет экономическими процессами, они далеко не дураки. И они вряд ли хотят создать такую модель, которая, безусловно, всегда ограничивает простого человека и заставляет его гнаться за этим, скажем так, ростом цен. В каком плане? Обычный человек видит, что зарплаты все больше и больше не хватает. Что он делает? Ну, он идет за повышением. Это так называемая инфляция зарплаты. Инфляция зарплаты давит на издержки, да? И издержки давят на производителя, и производитель вынужден повышать свои цены. Соответственно, получается такая инфляционная спираль. А зарплата — это очень такая штука интересная. Если посмотреть график зарплаты, ее практически никогда не понижают. То есть она не может идти вниз. Потому что как только человеку понижают зарплату, особенно в условиях инфляции, он тут же начинает искать другую работу. Поэтому зарплаты пересматриваются только вверх. Это очень-очень важная составляющая инфляции. Глобально почему это происходит? Не только вот из-за этой спирали. У нас все государства всегда пользуются сеньоражем. Что такое сеньораж? Это отсылка к сеньору. Сеньор — это, в общем-то, термин еще из феодализма. Но он к нему не имеет никакого отношения. Но суть ровно такая же. Суть в следующем. Главный, то есть государство, которое распределяет у нас все ресурсы и определяет правила игры на рынке, он пользуется своим правом сеньора. Они печатают деньги и говорят: вы берете и доверяете тому, что вот за эту бумагу вы можете купить вот столько золота, вот столько продуктов, вот столько бензина, вот столько продукции промышленных предприятий и так далее и тому подобное. У нас, заметьте, давным-давно нет золотого стандарта. А раньше это было 1 к 1. То есть доверие вот в средние века к любой валюте, оно базировалось на том, вот я могу выпустить какие-то бумажки или, например, медные деньги, но все знают, что эти медные деньги легко поменять просто по первому требованию на то золото, которое лежит у условного короля в казначействе. И это была основная идеология, скажем так, печатных денег и основное ограничение. На данном этапе каждое государство в меру своих возможностей печатает деньги. Грубо говоря, ты можешь делать, по сути, деньги из воздуха. И все бы хорошо, если бы это не раскручивало инфляцию. Но поскольку государственные расходы также имеют тенденцию к росту, всегда государство все больше и больше печатают деньги. А глобально что получается? Не применительно к одному стандартному обычному человеку, а глобально. Допустим, у нас есть на 100 миллионов товаров, условных денег, и у нас было на 100 миллионов денег. Но государство для финансирования дефицита бюджета напечатало еще 5 миллионов. Соответственно, у нас денег уже стало 105 миллионов. А товаров у нас как было, так и осталось 100. С учетом того, что в системе постоянно происходит обмен денег на товар туда и обратно, неизбежно цена товара, она вырастет. Потому что за единицу денег уже можно купить меньше товара, просто в системе их сильно больше. И дальше каждая экономика может работать кто во что горазд. Что это означает? Допустим, есть замечательный американский доллар. Так вот, американский доллар, он может экспортировать инфляцию. Что это значит? Как только государство напечатает сразу сильно много денег, это сильно подвинет инфляционные ожидания и разгонится катастрофическая инфляция. Это очень-очень вредно. То же самое в Африке, то же самое было в Германии после Первой мировой войны, когда зарплата обесценивалась настолько быстро, что зарплата, полученная с утра, должна была быть отоварена прямо вот в тот же день, иначе ее ценность просто терялась.
То есть это вообще убивает любые связи в экономике. Поэтому, с одной стороны, государство хочет финансировать и напечатать как можно больше денег, финансируя свои потребности, а с другой стороны, есть объективные ограничения в виде инфляции. Например, доллар США, он экспортирует инфляцию. Почему? Потому что условно Венесуэла продает нефть условному Китаю. И, внимание, продает она за доллары, потому что сделки до недавнего времени на нефть заключались исключительно в долларах. Это значит ровно одно. Такая система мироустроения позволяет США экспортировать доллар за счет того, что на него всегда есть дополнительный спрос. Такая же ситуация с золотом, такая же ситуация с газом. Вот никто не замечал, что когда Россия продавала газ в Европу, внезапно контракты почему-то заключались в долларах. А что это значит? А это значит, что Европа, прежде чем расплатиться с Россией, она должна прийти и купить эти доллары. А США их просто напечатает и просто положит себе этот доход, сеньораж, в карман. Соответственно, инфляция – это, по сути, некий налог, который мы платим государству, которому нечем другим финансировать дефицит бюджета. И налог этот, он неявный. То есть, когда мы платим, например, подоходный налог, мы платим НДС, там четко обозначена цифра. А инфляционный налог – это постоянное уменьшение покупательной способности наших денег. Мы сейчас большую часть этого видео говорим про простого человека. То есть, для него все очень просто. Его покупательная способность, тех денег, которые у него есть, которые он получает каждый месяц при достаточно небольших сбережениях, она постоянно снижается. Это значит, первое, ему нужно постоянно давить работодателя по поводу зарплаты. Второй момент, ему постоянно нужно следить за тем, что вот те сбережения, которые у него есть, ставка по ним не должна быть меньше инфляции, иначе, опять-таки, его сбережения, по сути, также сжимаются. То есть он что-то там насберегал, откладывал для того, чтобы купить квартиру в ипотеку, а покупательная способность этих денег снизилась. Это что касается обычных людей. Что касается корпораций, здесь не так все просто, и инфляция – это скорее их потенциальный плюс. Потенциальный плюс почему? Можно увеличивать цены на продукцию. Второй момент. Те же акции, тот же финансовый рынок, он в принципе подвержен практически таким же процессам. Это говорит ровно об одном, что если вы выпустили акции, с учетом инфляции, просто потому что денег стало больше, при условии того, что спекулятивный капитал может легко заходить и выходить на рынок, курс акций будет расти. И для предприятия это всегда хорошо, это возможность привлечь деньги в первую очередь. И возможность привлечь их на тех условиях, которые вам интересны. То есть если у вас курс акций растет, да не надо никаких займов делать, ничего, вы просто выходите на рынок, занимаете, и все прекрасно. Я говорю очень образно и, безусловно, во многом утрированно. Теперь, почему мы все время говорим про инфляцию? Потому что, как мы выяснили, инфляция – это своеобразный налог. Этот налог, поскольку он неявный, и поскольку гиперинфляция – это не то, что гипервредно, это гипервредно в квадрате для экономики, она может ее просто разрушить. Это то, что было, вот как я говорил, есть и встречается сейчас в странах Африки, это то, что было в Германии после Второй мировой, это то, что было в России в 90-х. Соответственно, всегда нужен разумный баланс. И один из основных моментов, который позволяет снизить инфляцию и охладить экономику, самый простой, это вот буквально пример от книжек, это ставка. То есть ставка рефинансирования со стороны банков. Что она делает? Она делает деньги в экономике дороже. Потому что как выглядит процесс эмиссии денег? Допустим, Центральный банк напечатал деньги, выпустил их в экономику. И скорость циркуляции этих денег, она обратно зависит от величины ставки. Что это значит? Если у вас, например, ставка очень низкая, это значит, один банк получил себе деньги от ЦБ, привлек кредит, он выдал их одному предпринимателю, этот предприниматель получил выручку, быстро вернул деньги в банк, взял еще кредит. Его поставщики смотрят, о, бизнес пошел, все классно, получается мультипликативный эффект. И деньги все с большей скоростью начинают циркулировать в экономике. Но при этом они разгоняют инфляцию. А, допустим, ставка сильно-сильно выросла. Допустим, мы говорим про Россию или про Европу образца 2022 года. Опять же, это все было сделано для борьбы с инфляцией. Но ставка вырастает, и кредит, полученный обычным банком, он не так быстро вливается в экономику. Почему? А ставка что-то уж больно кусается. И то, что казалось до этого выгодным бизнес-проектом, теперь уже таким не кажется, потому что банку-то отдавать нужно «будь здоров». И, соответственно, не берет денег конкретный предприниматель, не берет денег один из его поставщиков. Общая насыщенность деньгами экономики, она снижается. Это очень утрированный, но тем не менее достаточно правильный подход, который объясняет, что такое ставка и как она влияет на инфляцию. Что получается? У нас все время есть два берега, и нужно проплыть ровно посередине. С одной стороны, есть инфляция, и государству хочется все время напечатать больше денег, да, что разгоняет инфляцию. С другой стороны, это можно легко, напечатав деньги, отрегулировать ставкой, но при этом, если сильно поднять ставку, то инфляция, конечно, снизится, но и бизнес-активность, она может уйти
вообще чуть ли не в ноль. Потому что если у тебя супердорогой кредит, а как ты будешь развиваться? Только на свои? Ну, практически такая модель нигде не работает, вот на практике. Всегда это либо заемное финансирование, либо долевое. В России модель долевого финансирования, она очень слабо развита. Практически всегда это кредит от банка. Поэтому вот подъем ставки, например, в России, он очень-очень сильно чувствителен для бизнеса. Давайте посмотрим применительно к России, допустим, какие прогнозы, что будет и так далее. Первый момент. Государство нигде и никогда не прекратит печатать деньги. Соответственно, денежная масса плюс-минус будет расти всегда. Это первый момент, он не обсуждается. Второй момент. Есть ограничительный фактор. Это ключевая ставка. Ключевую ставку в России только что понизили. Мы сейчас снимаем этот выпуск в конце декабря 2025. Только что прошло заседание ЦБ. Она была снижена, но с такими комментариями, что она не будет снижаться прям сильно, быстро и катастрофически. Вот в тучные годы эта ставка была сильно-сильно меньше, чем 16%, которые есть сейчас. Соответственно, 16% будут тормозить инфляцию сильно-сильно больше, чем та ставка, которая была раньше. Там диапазон от 7 до 11%. Поэтому мы, в принципе, ожидаем, и многие аналитики с этим сходятся, что инфляция будет снижаться. Инфляция будет снижаться там, из района 5-6 до 4-5,5. Соответственно, если инфляция снижается, то у ЦБ появляется больше возможностей для снижения ставки. С другой стороны, очевидно, что на горизонте как минимум забрезжил рассвет в части геополитических сдвигов в положительную сторону. Что это значит? Скорее всего, Китай и США договорятся. Плюс США и Россия, скорее всего, также договорятся. На это указывает целый ряд факторов. Соответственно, это, возможно, снизит давление на Россию. С точки зрения санкций, как минимум. То есть валюты будет приходить сильно больше. И плюс нормализуется отток капитала, который сильно влиял на рубль. Это мы говорим, если не будет никаких радикальных изменений, подвижек или пересмотра существующей политики. Это первый момент. Второй момент. Что давит на инфляцию в положительную сторону? А у нас повышается НДС. А НДС – это такой налог, который, когда его повысили на 2% в одном месте, да, он мультиплицируется во всей экономике. Он имеет мультипликативный эффект. Почему? Условно, у нас есть предприятие, которое производит условные гвозди. Вот повысили на 2% НДС на эти гвозди. Да? Соответственно, будет повышать цену и производитель домов, который берет у него условные гвозди. Да? Соответственно, те, кто дает сырье ему для гвоздей, смотрят, так, цена на гвозди повысилась, дома стали дороже. Это очень-очень условный пример. Так нам тоже нужно повышать цену, потому что есть возможность. Это капитализм, мы все живем в максимизации прибыли. То есть у нас цель – это максимизация прибыли. И поэтому вот повышение цены на 2% повысит инфляцию, скорее всего, не на 2, а больше. Это так называемый, расписанный во всех книжках и учебниках, мультипликативный эффект, эффект мультипликатора. Поэтому, с одной стороны, возможная нормализация и ставка, которая достаточно высока, это сдерживающий фактор. С другой стороны, у нас есть повышение налогов, причем повышение самого такого зубодробительного налога с точки зрения влияния на инфляцию. Это НДС. Тем не менее, вот эти все прогнозы, которые я сейчас процитировал, это прогнозы не мои. Это прогнозы достаточно больших аналитических центров, которые вбирают в себя огромный объем информации. И в принципе, с учетом того, что экономика замедляется и есть объективные факторы в виде ставки, соответственно, мы ждем то, что инфляция понизится. Чтобы быть в курсе всех новостей, которые влияют на ваши экономические решения, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А также можете написать мне лично. Ссылка внизу. С вами был Кучинский Кирилл. До новых встреч!